Сегодня мы оптимизируем рабочее пространство планетария Stellarium. Установки программы по умолчанию нам не подходят. Мы настроим интерфейс и звездную карту вот в таком виде. Это ортографическая проекция неба, которая при включении наших основных больших небесных кругов объединяет в себе глобус звездного неба и армиллярную сферу. Об этих древних видах звездных карт и инструментов можете почитать для справки здесь. Мы будем пользоваться в основном эклиптической системой координат, которая в моих настройках установлена по умолчанию. И из горизонтальной системы координат нам нужно будет смотреть только высоту. Для наглядности также включена линейка высоты, проложенная по небесной сфере между зенитом и надиром. В моей версии подключены полезные для нас плагины: анализ условий видимости, календари, координаты указателя и угломер, которым можно измерять длины дуг на сфере в градусах, то есть измерять угловые расстояния между точками неба. Это был быстрый обзор моей конфигурации звездария, параметры которой сохранены в специальном файле. И чтобы вам сэкономить время, предлагаю всем желающим просто взять и установить себе готовые настройки из файла конфигурации, ссылку на который смотрите в описании под этим видеоуроком. Ну а далее можете подкрутить мои базовые настройки под себя на свой вкус. Кликаем на эту ссылку, заходим в Google Диск и скачиваете эти три файла на ваш компьютер. Можно скачать по отдельности, а можно всю папку сразу. Но тогда она запакуется в архив. Разархивируем. Откройте эту инструкцию. Здесь адрес папки настроек установлен у вас Stellarium. Такой путь у меня. В вашем случае может быть другой диск и уж точно другое имя пользователя. Копируйте мой файл config. Открывайте место файла конфигурации по вашему пути. И затем нужно будет заменить старый файл config на скачанный. Но сначала нужно закрыть программу. Итак, вставляйте сюда мой файл настроек вместо старого. И при каждом последующем запуске планетария у вас будут эти новые настройки. Дополнительно я назначил новые горячие клавиши. Смотрите список изменений в файле Hotkeys. И давайте еще посмотрим все опции в окнах настроек программы, откуда вы можете установить и отрегулировать под себя рекомендуемые настройки вторым способом, вручную по моему образцу с экрана. Открываем окно настройка по кнопке F2. Во вкладке «Основная» можете установить другой язык. Вкладка «Информация». Здесь нажмите кнопку «Пользовательская» и выставьте такие же галочки. Также и во вкладке «Дополнительные». Опционально здесь можете еще скачать дополнительные каталоги звезд, но для наших исследований в этом нет необходимости. Как видите, здесь предлагается добавить звезды с яркостью от 10,5 и тусклее. А в наших настройках выставлено ограничение на показ звезд не слабее 5-й звездной величины. Каждый следующий каталог весит больше предыдущего. Все 5 каталогов будут занимать место около 1 гигабайта на диске вашего компьютера. Подумайте, нужно ли вам это. Первый из предлагаемых каталогов, 5-й, весит всего 17 мегабайт. Поэтому для демонстрации покажу вам, как происходит его установка. Просто нажимаете, и после быстрой закачки дополнительные 1,7 миллиона очень слабых звезд установлены. Как видите, следующий каталог весит еще больше, 41 мегабайт, и в нем звезды еще слабее. Во вкладке «Время» можете установить более привычный вам формат даты и времени. Далее, во вкладке «Сервис» отрегулируйте под себя шрифты. Укажите путь для снимков экрана. Скриншот делайте нажатием Ctrl+S. Формат файла снимка ставьте, какой вам нужен. Если обратить цвета, то снимок будет негативным. Настоятельно рекомендую выставить размеры изображения такими же, как и разрешение вашего экрана, которое можно посмотреть следующим способом. На рабочем столе вашего Windows нажмите правую кнопку мыши и в меню выберите разрешение экрана. И вот ваши параметры. Если вы поставите разрешение больше, то на скриншоте вы не увидите то же, что и на экране. Вот наглядный пример. Это идентичный экрану снимок. А это, если размеры увеличить в 3 раза. Шрифт информации мелкий,
На небесной сфере тоже ничего не видно. В общем, поэкспериментируйте со всеми настройками сами. В сценарий не заходим. В плагинах можете настроить шрифты и цвета для себя. Календари нам нужны только юлианский и еврейский. Здесь можно сопоставлять юлианский и григорианский календари и узнать день недели на любую дату по этим летоисчислениям. Вот координаты курсора. Отрегулируйте шрифт для себя. Систему небесных координат поставим эклиптическую. И наиболее удобное положение такое. Для угломера рекомендую такие настройки. Цвета на ваш вкус. Рекомендую выставить этот параметр. Посмотрим, как измерять угловые расстояния и диаметры, а также строить геодезические линии на небесной сфере. Здесь подсказки. Зажимайте левую кнопку мыши в начале измерения и тащите. Где отпустите кнопку, там будет конец угловой дуги. Чтобы сбросить дугу, нажмите левой кнопкой в любом месте. Есть другой, более точный и удобный способ. Начните вести дугу, потом сбросьте кнопку в любом месте и, наведя курсор на планируемый конец дуги, нажмите правую кнопку. Если еще раз нажать правую кнопку, можно установить новый конец дуги в новом месте, но с тем же началом. По окончании замеров выключаем режим угломера. Переходим к окну «Вид» по кнопке F4. Здесь желательно оставаться в ортографической проекции, которая удобна для навигации по карте неба. Однако для видов неба Земли немного реалистичнее выглядит проекция по начальным установкам, то есть стереографическая. А лучше всего похожа на реальность перспективная проекция, потому что в ней линия горизонта остается прямой. В других же проекциях неба линия горизонта искривляется. Однако все равно при большом поле зрения небо сильно искажается, как и в других видах проекций. Но при постепенном уменьшении поля зрения вид неба практически все более и более неотличим в разных проекциях. Далее смотрите сами выставленные настройки. Конечно же, цветовые схемы элементов интерфейса – это личное дело вашего вкуса. Однако для цветовой дифференциации штанов рекомендую придерживаться моих цветов основных линий небесной сферы, потому что далее, когда будут опубликованы прорисованные мной карты небесных знамений, везде будет общий стандарт. Горизонт зеленый, меридиан оранжевый, эклиптика желтая, небесный экватор светло-синий, галактический экватор белый. Здесь тоже рекомендую такие цвета. Шрифты отрегулируйте сами. В обзоры не заходим. Ландшафт я рекомендую выбрать Марс с этими параметрами. Марс потому, что, во-первых, здесь нет деревьев и холмов, которые в других ландшафтах закрывают видимость над горизонтом. А во-вторых, это единственный имеющийся вариант, который похож на вид Иудейской пустыни, где произошли многие библейские события. Справочно можете почитать об этой пустыне в Википедии. Вернемся в Stellarium и давайте посмотрим, как выглядит марсианский ландшафт при земной атмосфере. Поставим время на полдень, нажимаем F5, кликаем сюда и вводим 12 часов дня. Закрываем эту панель, снова нажав F5. Включим отображение Земли кнопкой или клавишей G. Атмосферы кнопкой или клавишей A. Отключим все линии и сетки, это удобно по комбинации, которую я добавил в настройки, Ctrl плюс L. Отключим линии созвездий кнопкой или клавишей C. Как видите, свой недостаток ортографической проекции в том, что при большом поле зрения и при виде с ландшафта мы смотрим как бы через хрустальный шар,
а горизонт не прямой. Для сравнения давайте включим перспективную проекцию. Теперь горизонт не искривляется, но зато в этом случае сильнее искажается небо. В целом, как видите, ландшафт вполне похож на какую-то земную пустыню. Единственное, что вызывает диссонанс в погружении в воображаемую реальность иудейской пустыни, это марсоход, на котором нам придется стоять. Но чтобы меньше спотыкаться об него взглядом, просто не наводите поле зрения ниже горизонта в режиме отображения Земли. И вообще, весь этот пепелац, который мы здесь наблюдаем в центре ландшафта, представим, что оказался машиной времени, которую ученые-безбожники отправили в Израиль 1 века нашей эры искать признаки исторической реальности земной жизни нашего Господа Иисуса Христа. Док, не отвлекайтесь. Починяйте ваш примус. Мы тоже не будем отвлекаться. Продолжим изучать стеллариум. Снова отключим атмосферу, чтобы в дневные часы видеть звезды. И вернем наши небесные круги для упрощения ориентирования на небе. В общем, практикуйтесь, чтобы быстрее освоиться в нашем замечательном звездарии. Хотите увидеть Вифлеемскую звезду? Тогда учитесь работать в этой программе, изучайте сферическую астрономию и дополнительные материалы в сети. Задавайте осмысленные вопросы в комментариях под видео, по возможности отвечу всем, но не каждому. На этом закончим урок, а на следующем начнем более детально изучать функционал этого планетария и основы позиционной астрономии. До новых встреч! Cool.